Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути. И кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена землетрясениями, ураганами, оползнями и наводнениями. Всего лишь за одни сутки произошла масса событий. И сегодня мы все это вам покажем. В воскресенье в испанской провинции Кордова произошла одна из самых масштабных железнодорожных катастроф в современной истории страны. Трагедия случилась около 11:30 по местному времени. На скоростном участке пути в районе муниципалитета Адамус произошло столкновение двух скоростных поездов, следовавших по маршрутам между Мадридом и Севильей. В результате мощнейшего удара, приведшего к сходу нескольких вагонов с рельсов и их частичной деформации, погибли по меньшей мере 40 человек. Еще более 156 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, причем состояние многих из них оценивается медиками как критическое. На место крушения были немедленно направлены десятки бригад скорой помощи и усиленные расчеты пожарной охраны. Большинство пострадавших были распределены по госпиталям Кордовы и Севильи. Из-за инцидента движение на скоростной линии было полностью парализовано в обоих направлениях. Это вызвало хаос в транспортном сообщении по всей Южной Испании. Глава правительства Испании выразил глубокие соболезнования семьям погибших и объявил в стране трехдневный национальный траур. Следственные органы устанавливают точные причины инцидента. Компания Renfe считает маловероятным, что причиной стала человеческая ошибка. Ходят предположения, что причиной катастрофы стала диверсия на путях, поскольку обнаружен участок железнодорожного полотна с характерными следами внешнего воздействия. Южные регионы Франции, в частности департаменты Эро, Од и Аверон в регионе Окситания 19 января столкнулись с серьезными последствиями мощного средиземноморского шторма, вызвавшего масштабное наводнение. В регионе был введен оранжевый уровень метеорологической опасности из-за аномальных осадков. На севере департамента Эро выпало более 180 мм осадков, а уровень реки Орб в районе города Безье поднялся до критической отметки 11 метров 37 сантиметров, что привело к затоплению кварталов в низинных районах и активации сирен оповещения для эвакуации десятков семей. Река Сес в департаменте Од достигла уровня 5 метров 75 сантиметров, затопив населенные пункты Биз-Минерво и Мир-Пейсет. В это же время в Авероне река Дурду поднялась до 3 метров и угрожала выходом из берегов. Стихия нанесла тяжелый удар по инфраструктуре. Десятки региональных дорог были перекрыты из-за подтоплений. Около 700 домохозяйств в районе Сен-Шиньян остались без электричества из-за падения опор ЛЭП. Спасательные службы провели серию операций, спасая жителей и туристов с помощью вертолетов в Сен-Тибери, Сервьяне и Пезенасе. В департаменте Од решением префектуры были полностью закрыты все образовательные учреждения в Нарбоне, отменено движение школьных автобусов и запрещены любые массовые мероприятия. Метеорологи предупреждают, что, несмотря на наметившуюся стабилизацию уровня рек в верховьях, сохраняется высокая вероятность повторных паводков из-за предельного переувлажнения почвы и прогнозируемых остаточных ливней. Жителям региона рекомендовано проявлять максимальную бдительность и строго следовать указаниям муниципальных властей, избегая поездок по затопленным участкам дорог, которые остаются крайне опасными. На текущий момент официальных данных о погибших не поступало. К 20 января ситуация с лесными пожарами на юге Чили приобрела характер национальной катастрофы. Масштабное огненное бедствие охватило регионы Био-Био и Ньюбле, унеся жизни по меньшей мере 19 человек. Экстремальные погодные условия и порывистый ветер способствовали уничтожению более 35 тысяч гектаров лесных массивов, плантаций и сельскохозяйственных угодий. Огненный фронт нанес сокрушительный удар по жилому сектору. Сотни домов полностью разрушены. По предварительным оценкам властей, после завершения инвентаризации число поврежденных строений может превысить 1000. Драматичная ситуация сложилась также в городах Пенко и Леркен. Там
лесные пожары отмечены в городской черте и вплотную приблизились к критически важным объектам инфраструктуры и густонаселенным кварталам. Масштаб эвакуации стал беспрецедентным для региона. Свои дома покинули более 50 тысяч человек, из которых более 1000 размещены в специально организованных временных убежищах. Президент Чили объявил режим чрезвычайной ситуации в пострадавших провинциях. В регионе Био-Био для обеспечения безопасности и предотвращения мародерства был введен ночной комендантский час. В ликвидации стихийного бедствия задействованы тысячи профессиональных пожарных, армейские подразделения и специализированные экстренные службы. Несмотря на мобилизацию всех доступных ресурсов, борьба с огнем осложняется аномальной жарой и труднодоступностью очагов возгорания в гористой местности. Власти называют текущие события одной из самых тяжелых экологических и гуманитарных катастроф в истории современного Чили. В воскресенье в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая произошел мощный взрыв на промышленном предприятии. Инцидент случился на территории одного из химических заводов в промышленном парке города Ордос. В результате детонации технологического оборудования на месте погибли 2 человека. Взрывная волна была такой силы, что нанесла серьезные повреждения производственным цехам и административным зданиям в радиусе нескольких сотен метров, а также выбила стекла в жилых домах соседнего рабочего поселка. В результате происшествия госпитализация потребовалась 66 сотрудникам предприятия и жителям прилегающей зоны. Большинство пострадавших получили ранения осколками стекла, ожоги и травмы дыхательных путей из-за выброса продуктов горения. 3 раненых находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи. Сразу после взрыва на заводе вспыхнул интенсивный пожар, к тушению которого привлекли более 40 пожарных расчетов и специализированные подразделения химической защиты. Предварительное расследование указывает на возможную разгерметизацию резервуара с газом в одном из цехов синтеза, что в сочетании с нарушением протоколов промышленной безопасности привело к катастрофе. Государственное управление КНР по надзору за безопасностью на производстве направило в регион специальную комиссию для установления точных причин трагедии и проверки всех аналогичных предприятий в автономном районе. Северные регионы Флориды оказались под ударом аномального для субтропического штата зимнего шторма, принесшего снегопады и резкое похолодание. Основной удар стихии пришелся на районы Панхендла и побережья Биг Бенд, где снежные хлопья накрыли города Пенсакола, Дестин и Крест-Вью. Наиболее заметные осадки зафиксированы в Дефуниак-Спрингс, а также в округах Уолтон и Холмс. В столице штата Талахаси снег также наблюдался, однако из-за высокой температуры почвы он практически мгновенно таял. Снегопад сопровождался вторжением арктических воздушных масс, из-за чего столбики термометров в ночь на понедельник опустились до отметки -5 градусов Цельсия. Резкое обледенение спровоцировало серьезные перебои в работе транспорта, за короткое время полиция зафиксировала серию ДТП. Власти штата открыли пункты обогрева для бездомных и уязвимых категорий граждан, а также выпустили предупреждение об опасности обледенения на мостах и эстакадах. Метеорологи подчеркивают уникальность происходящего. Снегопад во Флориде фиксируется уже 2-й год подряд, что является крайне редкой климатической аномалией. В воскресенье на французском острове Реуньон в Индийском океане началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнес, ставшее первым пробуждением гиганта с июля 2023 года. Активизация одного из самых активных вулканов планеты предшествовал период интенсивного сейсмического дрожания, зафиксированного приборами вулканологической обсерватории в 3 часа по местному времени, что указывало на стремительный подъем магмы к поверхности. Первые эруптивные трещины открылись на южном склоне центрального конуса внутри кальдеры Энкло-Фуке. Оттуда начали бить эффектные лавовые фонтаны высотой до 30 метров. В связи с началом извержения префект Реуньона закрыл доступ общественности в зону Энкло и на все туристические тропы в районе вершины.
Потоки раскаленной лавы продолжают медленно продвигаться по безлюдным склонам в южном направлении, оставаясь в границах природной кальдеры и не представляют на данный момент прямой угрозы населенным пунктам или инфраструктуре острова. Специалисты отмечают, что текущая фаза характеризуется значительным выбросом вулканических газов, что привело к формированию легкого смога над прилегающими районами. Однако авиационное сообщение в регионе пока осуществляется без существенных ограничений. Власти острова призывают к строгому соблюдению периметра безопасности, так как Питон де ла Форнес известен способностью к резкому изменению динамики извержения. Мозамбик столкнулся с катастрофическими наводнениями, вызванными непрекращающимися с середины декабря проливными дождями. Согласно официальным данным, жертвами разгула стихии стали не менее 105 человек, а общее число пострадавших и вынужденных покинуть свои дома жителей исчисляется сотнями тысяч. В Давосе и прилегающих горных районах интенсивные осадки в сочетании с аномально теплой для зимы погодой привели к стремительному таянию снегов и выходу рек из берегов, что спровоцировало разрушительные паводки и серию масштабных оползней. Потоки воды и грязи уничтожили десятки жилых строений, повредили мосты и перекрыли ключевые транспортные артерии, фактически изолировав некоторые населенные пункты от внешнего мира. Инфраструктурный ущерб оценивается как беспрецедентный. Затоплены значительные площади сельскохозяйственных угодий, нарушено энергоснабжение и связь в десятках муниципалитетов. В наиболее пострадавших провинциях власти ввели режим чрезвычайной ситуации, задействовав армейские подразделения и авиацию для эвакуации людей из зон затопления. Спасательные операции осложняются продолжающимися дождями и оползнями. Несмотря на мобилизацию всех доступных ресурсов, масштаб бедствия требует привлечения международной гуманитарной помощи для обеспечения кровом и питанием тысяч семей, лишившихся имущества. Синоптики дают неутешительные прогнозы, указывая на сохранение влажного фронта и возможность новых интенсивных ливней в течение ближайшей недели, что может еще больше увеличить число жертв и масштаб разрушений. Власти призывают население к предельной бдительности и неукоснительному соблюдению распоряжений об эвакуации, пока уровень воды в основных бассейнах рек не начнет стабильно снижаться. На Земле продолжает бушевать магнитная буря, начавшаяся вчера вечером раньше прогнозируемых временных интервалов. Уже поздним вечером минувшего понедельника возмущения геомагнитного поля достигли уровня очень сильной магнитной бури G4, а после полуночи превысили этот показатель, приблизившись к отметкам экстремального геомагнитного шторма. К настоящему моменту, в пике мощности, магнитная буря достигала отметки G4,7. Последний раз магнитная буря такой силы наблюдалась на Земле 12 ноября 2025 года. Сейчас возмущения магнитосферы Земли ослабли, и интенсивность продолжающейся магнитной бури колеблется в диапазоне от слабой до средней. При этом прогнозы не исключают возвращение магнитной бури на уровень сильной и даже очень сильной G3-G4. Ожидается, что магнитная буря продлится как минимум до конца сегодняшних суток, а первая половина среды пройдет при слабо возмущенном геомагнитном поле, и только во второй половине дня 21 января магнитосфера Земли вернется в зеленую зону. Магнитная буря сопровождалась северными сияниями, поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края на широтах 43-45 градусов. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.